Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Сейчас невероятно популярна форма ногтей четкий квадрат, но многие мастера до сих пор пилят что-то квадратно-овальное. В этом ролике рассмотрим 10 самых частых ошибок при опиле четкого квадрата. Поехали! Первая ошибка – это опил формы до покрытия. Да, действительно, раньше сначала мы опиливали форму и только потом выполняли покрытие, запечатывали торец гель-лаком и боялись его подпилить после топа. Время идет, технологии материала меняются, свободный край и форма будут гораздо четче, если выполнить опил уже после укрепления ногтей. Если сразу придать форму, то да, возможно, она и будет ровная. Но после укрепления и выравнивания станет уже не такой четкой. И теперь мы видим, что форма уже не такая четкая, имеются неровности, а также полупрозрачный свободный край, который не укреплен должным образом для хорошей носибельности. Поэтому окончательную форму четкому квадрату мы придаем уже после укрепления или выравнивания ногтей. И теперь свободный край после опила получился более четким, прямые острые уголки, а получившуюся толщину выпиливаем изнутри. Вторая ошибка – разная длина ногтей. Возможно, эта ошибка не сильно влияет на четкость формы, но она непосредственно влияет на визуальное восприятие и общее впечатление. Это стандартные конкурсные параметры, которые создают гармонию. Сравнивайте ногти по длине, тогда форма будет еще выигрышнее смотреться. Почему так происходит? Например, если один у нас был сломанный, вместо того, чтобы нарастить свободный край, мастер просто опиливает, и все ногти получаются разными по длине. Это сразу очень сильно бросается в глаза и выглядит неэстетично. Поэтому либо вы убираете длину на всех, либо наращиваете тот, который короткий. Попарно сравнивайте ногти для того, чтобы длина была одинаковой. Помните, что указательный и безымянный должны быть равны от кутикулы до свободного края, а средний слегка длиннее, чем два этих ногтя. Третья ошибка – разная степень сужения. Каждый видит форму квадрат по-разному, согласитесь. По правилам четкого квадрата боковые стенки ногтя должны выходить из точек вроста параллельно центральной оси, без сужения. Но многие мастера и клиенты видят эту форму несколько иначе. Поэтому появилась другая форма – суженный квадрат. Что-то среднее между квадратом и формой коффин. Но если вы выбрали степень сужения на одном ногте, то она должна быть одинаковой на других, а не так, что ногти разные. Такая же ошибка часто возникает при скрученной ногтевой пластине и на большой длине. В таком случае рекомендую восстанавливать боковые стенки при помощи твердого материала. Боковые стенки также влияют на визуальную составляющую. Подставьте пилочку параллельно центральной оси и убедитесь, что боковые стенки ногтя идут четко прямо, без сужения к центру. В попытках сделать ноготь более узким часто мастера сильно спиливают боковые стороны, заужая свободный край, из-за чего визуально все ногти кажутся разными. Один с параллельными боковыми стенками, другой зауженный. И получается, что ногти не похожи друг на друга, что опять-таки влияет на общее восприятие. Поэтому для того, чтобы квадрат получился четким, соблюдайте параллельные боковые стенки без заужения. Если ноготь скручивается или узкий, или у него не параллельные боковые стенки, в таком случае их необходимо достроить при помощи твердого материала. И только затем уже приступаем к основному укреплению. После этого необходимо выполнить правильный опил формы квадрат по схеме. Самое главное – располагать пилку параллельно боковой стенке для того, чтобы она была ровная, а не зауженная. Четвертая ошибка – округлые боковые стенки, или по-другому их называют ногти-бочонки. Наверняка вы с ними сталкивались. Также такой эффект может быть из-за скручивания ногтей или из-за неправильного опила. Например, мастер совершает подкручивающее движение кистью. Получаются не просто ногти-бочонки, но и часто такая ошибка приводит к перепиливанию материала в точках вроста, что может привести к трещинам и сломам. Важно знать правильную схему опила четкого квадрата.
При опиле боковых стенок необходимо уверенно держать пилку и совершать опил длинными движениями ниже точек вроста, без подкручивания кисти. Работает только плечевой сустав, тогда линия получится ровной. Пятая ошибка – перепиленные или наоборот провисшие нижние параллели. Довольно-таки распространенная ошибка. Если перепиливать нижние параллели, то форма совсем теряется. При виде сбоку она будет больше напоминать трамплин. Плюс теряется поперечная арка. Ногти становятся плоскими, как лопатки. А арка нам очень нужна и важна для прочности ногтей. Именно боковые стенки и ребра жесткости обеспечивают прочность и устойчивость к механическим ударам. Запомните, плоские ногти, лопатки чаще ломаются и трескаются под точкам вроста, нежели чем более арочные. Если нижние параллели неверно опилены и опущены, то будет создаваться впечатление, что ноготь растет вниз. Представляете, только из-за одной маленькой детали, даже если ногти сами по себе ровные, они будут казаться вниз растущими. Помимо этого, нижние параллели должны располагаться на одном уровне при просмотре в торец. Расскажу, почему появляются эти ошибки. Это непроворот пальца и руки клиента при опиле нижних параллелей. Мастер держит палец в статичном положении, боясь лишний раз побеспокоить клиента. В итоге не видно обрабатываемую зону и происходят ошибки. Для того, чтобы правильно опилить нижнюю параллель, положите палец на бок, хорошо отодвиньте боковой валик и зайдите пилкой четко под нижнюю стенку. Опилите ровную линию до точки вроста, чтобы не было ошибок. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 25 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании и подписывайся на канал. Шестая ошибка – ступеньки по точкам вроста. Кому знакомо? Наверняка вы хоть раз в практике их встречали. Эта ошибка также происходит из-за непроворота руки при опиле. Мастер прикладывает пилку к боковой стенке и распиливает ноготь на две части. И главный вопрос, конечно же, как это исправить? Если клиент уже пришел с такой проблемой от другого мастера, тут несколько вариантов. Это достраивание твердым материалом, гелем или акригелем. Также можно использовать стекловолокно или верхние формы, которые быстро решат данную проблему. Постепенно натуральный ноготь будет правильно отрастать. Главное не совершить снова эту же ошибку. Ступеньки по точкам вроста происходят также по той же причине, что мастер не поворачивает палец во время опила, не заходит пилкой в точку вроста и получается ступенька, которая впоследствии приводит к больным трещинам, сломам и неприятным последствиям, даже к анихолизису ногтей. Как можно исправить такие ступеньки? Конечно, при помощи твердого материала. Либо донарастить по воздуху и сделать ровную прямую линию из точки вроста во время опила. Либо можно использовать верхние формы, которые быстро помогут восстановить стенку. Следующая ошибка – углы на разном уровне. То, что делает ваш квадрат не квадратным, а уже каким-то ромбовидным. Я, конечно, утрирую, но не получится той самой четкости, которая нам нужна. В квадрате свободный край должен быть четко перпендикулярен центральной оси. Как проверить, правильно ли вы выполнили опил? Отверните руку клиента от себя, поставьте на локоть и посмотрите на симметричность. Если что-то не устраивает, не нравится, один уголок возвышается над другим, поправьте пилкой прямо в таком положении. Посмотрите с разных ракурсов. И затем убедитесь, что свободный край перпендикулярен центральной оси. Ошибка номер 8 – это неровный свободный край или провисшие углы. Что это значит? Если во время опила заваливать пилку на клиента, то свободный край будет вогнутым, напоминая ласточкин хвост или подкову. И наоборот, если пилку заваливать под ноготь, то получится округлый свободный край. И уже будет не квадрат, а форма скво-овал. Часто такие проблемы возникают из-за неправильного захвата пилки. Не знаю почему, но мало кто на базовых курсах рассказывает про то, как правильно держать пилку. В нашей школе мы уделяем этому огромное внимание, так как это влияет и на скорость, на эффективность, и на работу без ошибок.
Получается, что угол не 90 градусов, который должен быть в квадрате, а скошенный. Поэтому форма и называется скошенный квадрат или скво-овал. Расположите пилку перпендикулярно, так, чтобы вы видели ее торцевую сторону. Совершайте длинные движения в две стороны для создания четкой линии и опиливайте до тех пор, пока уголки не соприкоснутся с пилкой. Следующая ошибка – разные углы или их разная степень скругления. Например, один уголок ногтя более четкий и острый, а второй на этом же ногте округлый. Это сильно бросается в глаза. Такая ошибка часто появляется, если одна сторона ногтя скручивается внутрь. В таком случае рекомендую восстановить данный уголок, например, гелем-желе. Теперь точно форма получится четкой, а уголки получаются одинаковыми и острыми. И последняя ошибка – нет четкости. Пилили, и все равно получился не четкий квадрат, а квадратный овал или овальный квадрат. Часто такая ошибка может произойти, если делать короткие движения при опиле. Свободный край получается граненый. Или если делать качающиеся движения пилкой. Только ровно, перпендикулярно центральной оси, длинными движениями. Тогда получится четко. Ну и, конечно, в конце для большей четкости мы подпиливаем торцы, чтобы форма выглядела еще более четкой. В нашем телеграм-канале Сакрамел я поделюсь картинкой со всеми формами ногтей. Подписывайтесь на канал, ведь у нас там много полезной информации. Ну что, нашли свои ошибки среди перечисленных? Пишите в комментариях. Смотрите и другие ролики на канале с разбором ошибок. А я желаю всем успехов. Счастливо. Пока-пока.